7 мужчин, которые в совокупности принесли больше дохода, чем ВВП какой-то страны, до сих пор должны спрашивать разрешение, прежде чем подстричься. Это не шутка. Такова политика хайп. BTS дебютировали под лейблом Big Hit Entertainment в 2013 году практически с нуля. Небольшой лейбл, переполненная система обучения и нулевая гарантия успеха. За этим последовал один из самых быстрых взлетов в истории музыки, аншлаги на стадионах 6 континентов, сотни миллионов подписчиков в социальных сетях и контракты, продленные в 2023 году, которые связывают их как минимум до 2026 года. Но с таким масштабом успеха приходит машина, которая никогда полностью не спит, управленческий аппарат со своими собственными правилами, своим собственным расчетом имиджа и своими собственными очень специфическими представлениями о том, чем 7 самых известных мужчин в мире должны и не должны заниматься в свободное время. Некоторые из этих ограничений связаны с юридической ответственностью. Некоторые – с защитой бренда. А некоторые, откровенно говоря, с контролем. Некоторые участники группы выражали несогласие перед камерой, в текстах песен и в ночных прямых эфирах, что HYBE категорически не одобряла. Так что же именно миллиардное поп-агентство запрещает своим крупнейшим артистам? 7 участников, 7 хобби, 7 ответов. Номер 7. Культура татуировок. Чингук. Чингук начал делать татуировки в 2019 году и не сбавлял темп. Его первая постоянная татуировка, слово «Арми», нанесенное на пальцы правой руки, впервые замеченное, когда его сфотографировали в аэропорту после перерыва. Это было лишь начало того, что стало очень личной визуальной записью, выгравированной прямо на его коже. Сейчас у него более 14 татуировок, включая цифру 7 за ухом и 0613, дату дебюта BTS. 0613 означает 13 июня 2013 года, день дебюта BTS, а татуировка в виде часов на другом участке тела показывает время с 3 часов 23 минут до 3 часов 25 минут утра, его точное время рождения. На предплечье у него рисунок в виде кроссворда с фразой «Лучше быть мертвым, чем крутым», взятый из песни Nirvana «Stay Away». Его любимый рисунок – тигровый цветок на правом предплечье, его цветок рождения, потому что на языке этого цветка он переводится как «пожалуйста, подари мне любовь». В интервью SiriusXM он сказал, что это, по его словам, одновременно красиво и больно. Каждая татуировка на этом человеке имеет свою историю. И каждая из этих историй была скрыта, перевязана или замаскирована в тот момент, когда появлялась съемочная группа для официальной трансляции. Вот механизм, который делает это ограничением, а не просто личным выбором. В 1992 году Верховный суд Южной Кореи постановил, что только медицинский персонал может легально делать татуировки, сделав татуировки немедицинскими лицами незаконными. Культурная стигма была глубже, чем юридический вопрос. На протяжении десятилетий видимые татуировки в Южной Корее ассоциировались в основном с организованной преступностью, являясь культурным сигналом, имеющим серьезный социальный вес. Корейская комиссия по коммуникациям устанавливает правила, запрещающие показывать татуировки на телевидении, поэтому Чингуку приходится закрывать руки и предплечья бинтами, когда он появляется на национальном телевидении. Телеканалы требовали от айдолов закрывать татуировки телесного цвета пластырями или длинными рукавами во время трансляций, а Корейская комиссия по стандартам связи обосновывала это правилами, запрещающими контент, вызывающий дискомфорт или отвращение. Таким образом, позиция HYBE здесь не является полностью ее собственным изобретением. Отчасти это результат того, что компания вводит более широкий стандарт соответствия требованиям вещания в дополнение к своей собственной политике управления имиджем. Музыкальные и телевизионные артисты, как правило, должны скрывать татуировки с помощью макияжа во время выступлений. Для Чингука это означает бинты на костяшках пальцев, даже когда он исполняет хореографию, в которой его руки находятся прямо перед камерами. Треск между тем, что Чингук хотел выразить, и тем, что допускала система, стал настолько очевидным, что перерос в настоящие законодательные дебаты. Южнокорейский депутат Рю Хо Джон опубликовала фотографии Чингука в Инстаграм, чтобы продвинуть свой законопроект о татуировках, призванный легализовать и регулировать татуировки в Южной Корее. Она назвала вид скрытых татуировок отвратительным и напрямую связала это с правилами телевещания.
Она использовала его именно потому, что его глобальное влияние уже незаметно меняло общественное мнение о боди-арте среди молодых корейцев. Этот шаг вызвал негативную реакцию у фанатов, которые посчитали, что их артист используется в качестве политического инструмента без его согласия, и Рю в итоге принесла извинения. Но суть оставалась прежней. Самый татуированный участник самой популярной в мире группы был вынужден скрывать личные, значимые для него рисунки каждый раз, когда выходил на корейскую сцену. В июне 2022 года все 7 участников BTS сделали парные татуировки дружбы, по одной на каждого участника в разных местах. В то время как корейское телевидение все еще активно цензурировало эти же татуировки, разрыв между тем, что эти мужчины делали в своей личной жизни, и тем, что HYBE мог показать публике, был очевиден. Чингук все равно продолжал делать татуировки. Бинты продолжали накладывать, и это тихое противостояние между самовыражением художника и его свободой воли вопроса соблюдения правил трансляции так и не были полностью решены. Номер 6. Укладка волос своими руками, Джин. Ким Сак Джин, самый старший участник BTS, родился в 1992 году и дебютировал в 20 лет в 2013 году после того, как его заметил на улице сотрудник Big Hit Entertainment. До присоединения к группе у него не было формального образования в области айдол-культуры. Он был студентом кинофакультета в университете Канкук, когда к нему обратились. По его собственным словам, в различных интервью и прямых трансляциях на протяжении многих лет, первые годы в BTS он изо всех сил пытался наверстать упущенное в танцевальных и исполнительских навыках, которые его младшие коллеги по группе оттачивали годами. Однако ему никогда не недоставало особой уверенности в себе, расслабленной, непоколебимой самоуверенности, которая делала его исторически ужасным в соблюдении правил, с которыми он не соглашался. Одно из самых последовательных и хорошо задокументированных правил во всех крупных южнокорейских развлекательных агентствах, включая Big Hit, заключается в том, что артисты не меняют свою внешность без одобрения менеджмента. HYBE предоставляет штатную и внештатную команду стилистов, отвечающих за сценические костюмы, гардеробы для музыкальных видео, образы для прессы и концепций, а также стилистов для гастрольных нарядов, которые координируют концепции, примерки, пошив и поиск материалов. Логика проста. К поп-исполнители – это тщательно выстроенные визуальные бренды, и спонтанное решение участника о прическе может разрушить всю концепцию камбэка, над которой работали месяцами. Цвет, стрижка и укладка волос координируются для всех 7 участников в рамках общего управления имиджем для каждой эры. Каждое изменение проходит утверждение. Такова система. Джин не обращал внимания на систему. Джин признался в прямом эфире, что хочет вернуть своим волосам естественный черный цвет. Сотрудники были против, поэтому он прямо сказал им: «Если вы против, я сам покрашу волосы». В конце концов, они уступили. Это был не единичный случай. Джин также подтвердил, что когда стилисты HYBE подходят к нему с ножницами, он просто показывает им сжатый кулак, корейский аналог камня в игре «камень-ножницы-бумага», пока они не поймут, что, по его словам, проиграли. Он рассказывал о том, как сам стригся кухонными ножницами, вместо того, чтобы ждать команду стилистов. Джин стригся и красил волосы без согласия компании во время выступлений, потому что считал, что его волосы слишком длинные, или просто хотел новый образ. Стилистам HYBE приходилось вмешиваться и исправлять результат. Масштаб последствий этого заслуживает внимания. Сообщается, что участникам BTS требуется одобрение на любые изменения прически, поскольку их внешний вид напрямую связан с запланированными концепциями камбэка, рекламными контрактами и скоординированным рекламным контентом, в котором могут участвовать десятки сторонних организаций. То, что Джин решил использовать кухонные ножницы, это не просто личный выбор. Это логистическая проблема, которая создает каскадные проблемы для всей профессиональной команды. И все же Джин открыто признался в трансляции на Вливе: «Я не следую указаниям агентства». Он сказал это прямо на камеру, пока Чимин сидел рядом с ним, выглядя слегка испуганным. Настоящие хобби Джина действительно очень разнообразны: сноубординг, гольф, викбординг, теннис, серфинг, дайвинг, кулинария, игры и рыбалка, многие из которых сопряжены со своими собственными сложностями, связанными с HYBE.
Но ситуация с волосами выделяется именно потому, что она настолько обыденна. Это не мужчина, тайком занимающийся экстремальными видами спорта. Это мужчина, который просто хочет подстричься сам, получает отказ и все равно стрижет. Тот факт, что он публично обсуждает это, смеется над этим и делал это неоднократно без серьезных последствий, говорит кое-что конкретное как о личности Джина, так и о влиянии, которое участники BTS накопили за эти годы. Правила в HYBE действуют жестко, пока вы не станете достаточно знаменитым, чтобы их соблюдение обходилось компанией дороже, чем их игнорирование. Джин понимал математику задолго до того, как руководство захотело это признать. Номер 5. Езда на мотоцикле Шуга. Мин Юнги, известный как Шуга, вырос в Тэгу, Южная Корея, в рабочей семье с ограниченными финансовыми ресурсами. Когда Big Hit принял его в качестве стажера в 2010 году, он был подростком, который уже писал и записывал андеграундную рэп-музыку в свободное время. Система стажировки в Южной Корее не предусматривает зарплату. Она работает по долговой модели, где компания покрывает расходы на проживание, обучение и производство, которые вычитаются из будущих доходов. Чтобы выжить, Шуга устроился курьером на неполный рабочий день, ездя на мотоцикле, чтобы сводить концы с концами, одновременно пытаясь построить музыкальную карьеру с нуля. Он делал и то, и другое одновременно. Днем тренировался, чтобы стать айдолом, а ночью доставлял посылки на мотоцикле, чтобы прокормиться. Во время доставки Шуга попал под машину на перекрестке. В документальном сериале BTS «Burn the Stage» он описал этот момент так: «Я выступал, когда меня сбила машина. Бам! Я открыл глаза и увидел колеса прямо перед собой. Его затянуло под машину, и он вывихнул левое плечо. Из-за травмы ему пришлось прекратить заниматься брейк-дансом и брейк-дансом, которые в то время были одним из его настоящих увлечений, и в итоге он бросил работу курьера. Сначала он сказал своим коллегам по группе, что просто упал, скрывая тот факт, что это была автомобильная авария, потому что боялся, что честность приведет к его увольнению из программы стажировки. Когда компания наконец заметила, что что-то не так и потребовала от него правды, Big Hit решила выплачивать ему стипендию, чтобы ему больше не приходилось работать курьером. Эта травма не прошла сама собой. Она преследовала его на протяжении тренировок, дебюта, лет выступлений. В ноябре 2020 года Big Hit Entertainment объявила, что Шуга перенес операцию по восстановлению разорванной суставной губы плеча. В заявлении для фанатов после этого Шуга сказал: «Поскольку выступления являются частью моей работы, я старался избегать операции, насколько это было возможно, и терпел реабилитацию и уколы. Однако я боялся, потому что мне становилось хуже всякий раз, когда мне приходилось выступать». Он годами боролся с повреждением плеча, участвуя в живых выступлениях, мировых турне и концертных сериях, прежде чем наконец согласился на операцию. Компания Big Hit Music не раскрыла конкретную причину, но предположения указывают на операцию на левом плече в 2020 году как на вероятный фактор, который позже привел к тому, что он был признан непригодным для регулярной боевой службы во время обязательной военной службы. И вот здесь история заканчивается почти поэтическим образом, который никто не мог бы придумать. 6 августа 2024 года Шуга был обнаружен полицией в Йонсоне, Сеул, после падения с электросамоката в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в его крови превышало 0,08%, что является допустимым порогом для лишения водительских прав в Южной Корее. Он первым публично признал произошедшее, написав на Уиверс: «Припарковав свой электросамокат у ворот перед своим домом, я упал сам, и рядом был полицейский. В результате употребления алкоголя мои права были отозваны, и меня оштрафовали». Компания Big Hit Music также оперативно принесла свои извинения, и за 2 недели после этого корейские СМИ опубликовали около 1400 статей об инциденте. Человек, чье плечо было раздроблено в результате аварии на мотоцикле, когда он был бедным стажером, то самое плечо, которое в конечном итоге лишило его возможности служить в армии на передовой, теперь снова оказался в новостях из-за инцидента с транспортным средством спустя десятилетия, на этот раз как один из самых известных музыкантов на планете. Позиция HYBE в отношении использования транспортных средств своими артистами никогда не была столь очевидно необходимой.
И вот тот же самый участник, тот, у кого самый богатый личный опыт в этой категории рисков, демонстрирует, почему эти ограничения вообще существуют. Номер 4. Прямые трансляции без контроля Ви. Ким Тэ Хён родился в Тэгу в 1995 году и присоединился к Big Hit в качестве стажера в 2011 году. Он был последним участником, представленным публике перед дебютом BTS в 2013 году, его держали в секрете от рекламных материалов почти до последнего момента. Это было продуманное решение лейбла, чтобы сохранить эффект неожиданности. Эта динамика контроля, управления и стратегического утаивания информации прослеживалась на протяжении первых лет его карьеры. В результате появился участник с глубоко спонтанной личностью, который общается с фанатами так же, как человек разговаривает с друзьями, без предварительного планирования, без сценария и часто без проверки того, одобрил ли кто-либо в HYBE эту сессию. HYBE не позволяет своим артистам проводить прямые трансляции без контроля персонала. Все прямые трансляции участников BTS, будь то дома или штаб-квартире компании, должны контролироваться персоналом для предотвращения нежелательных ситуаций. Логика этого ясна. Неконтролируемая прямая трансляция – это открытый канал в реальном времени для миллионов людей без кнопки редактирования и функции отзыва. Один незапланированный комментарий о невыпущенном альбоме, внутренний конфликт, личная деталь – все это может за считанные минуты стать международной новостью. Для группы, генерирующей миллиарды долларов рыночной стоимости, такой неконтролируемый канал коммуникации с точки зрения менеджмента действительно опасен. В соответствии с задокументированными правилами HYBE, публикации в социальных сетях должны координироваться с PR-командами, при этом руководство может составлять, проверять или откладывать сообщения в зависимости от стратегического времени. Спонтанные прямые трансляции по своей сути являются противоположностью этому. Ви и Чингук – два участника, которые чаще всего удивляют сотрудников HYBE незапланированными трансляциями, выходя в прямой эфир самостоятельно без предварительного согласия компании. В частности, поведение Ви отличается радикальной непредсказуемостью. Он запускал трансляции со своего телефона поздно ночью в повседневной одежде, без макияжа, напрямую и непринужденно общаясь с фанатами, что выглядит совершенно неконтролируемо, потому что так оно часто и есть. В сентябре 2025 года Ви провел, по мнению фанатов, возможно, свою самую короткую трансляцию на Weverse, всего 1 минуту и 41 секунду, только аудио, предположительно снятую во время его ночной пробежки. Он поприветствовал фанатов, вкратце упомянули, что он собирается умыться, и почти сразу же завершили сессию. Фанаты в социальных сетях описывали, как пытались нажать на уведомление, а обнаруживали, что сессия уже закончилась.